Имя Тани Труневой стало известным в литературных кругах в 2017 году, когда она была удостоена литературной премии имени Эрнеста Хемингуэя в категории «Дебют». Недавно в свет вышел новый роман Тани под названием «Ветер», который, по словам автора, заинтересует читателей самыми разными литературными предпочтениями. Сегодня Таня у нас в студии. Таня, здравствуй. Добрый день. Твоя книга, по твоим собственным словам, она создана там разные жанры, даже включает, по-моему, эротический роман. Ну, современная проза, она должна быть многожанровая. Но, в общем и целом, мой роман «Ветер» — это остросюжетная проза. Это приключенческий роман, это роман... Детективная история, насколько я понимаю. Да, это детективные истории, и все вместе, оно скомпоновано, скажем, вот в 5 частях. Каждой части присвоено название города. В основном в этом городе, которому присвоено название части, происходили основные события этой части. Значит, первая часть называется Париж, вторая Лондон, третья Дубай, четвертая Иркутск и, наконец, Киев. Широкая география. Широкая география, но задумано было всего 4 части. Ну, так как началась русско-украинская война, я не могла оставить своих героев в 4 части. Они должны были пойти дальше, чтобы как бы разделить судьбу времени. А почему? О чем рассказывается? О чем ты повествуешь? О чем ты рассказываешь в романе «Ветер»? В романе «Ветер» я рассказываю о судьбе молодой женщины, которая вот в первой части, она, став жертвой обстоятельств, она попадает в чеченское подразделение, женское подразделение снайперов. Это молодая девушка, она из семьи охотников сибирских. Охотников, мне это очень близко, потому что я родом из Сибири, я знаю эту тему отлично. И вот она попадает в это подразделение. Это снайперы во время Чеченской войны? Да, это снайперы во время Чеченской войны. Но книга моя, она не о войне. Война и все как бы войны, они проходят фоном к сюжетам. Значит, книга моя, в принципе, о любви, о совести и о непростом выборе. Каждый человек всегда стоит перед выбором. И вот какой выбор встал перед моей героиней и как она его прошла, вот это узнают мои читатели. Скажи, пожалуйста, вот, все-таки 5 частей — это какое-то время. Почему читатели должны потратить время, по-твоему, чтобы прочитать это, познакомиться с твоим литературным миром? Да, ты абсолютно прав, потому что 5 частей — это объемное такое произведение. Значит, выражаясь литературным языком, это почти 23 авторских листа. Когда средняя книга, значит, которую мы читаем, 250 страниц, 300 страниц, она приблизительно там 8 авторских листов, чтобы вот читатели понимали, что это действительно как 5 книг. Война, значит, и мир просто. Да, где-то вот так. Значит, почему я приглашаю своих читателей окунуться вот в мир моих персонажей, потому что я считаю, что каждый абсолютно найдет там что-то для себя. Те, кто любят приключения, кто любит акшен, даже шпионаж, там все это присутствует. Те, кто любит такую прозу, вот как женская проза, какие-то романы, там много любви. Там моя героиня идет не только из одного приключения в другое, но она идет тоже от одного мужчины к другому, не просто потому что как бы вот она такая разгуляй девушка, а потому что так складываются обстоятельства. То есть она у тебя жертва обстоятельств или нет? Она, значит, сначала она жертва обстоятельств, потом она становится старше, потому что, значит, весь ее путь занимает почти 20 лет, более 20 лет. Потом она уже взрослеет, как мы все меняемся в нашей жизни, она становится другой. Мир становится другой, и она становится другой. Скажи мне, пожалуйста, как бы замысел этого романа, как он родился?
Как появился в твоей голове? Да, замысел романа очень интересно у меня сложился. Это был, наверное, 96-й год. Я уже уехала из Батуми в Одессу и вернулась навестить своих друзей. И я просто на бульваре сидела и ждала там свою подругу. И я услышала разговор двух снайперов, девушек, которые шли в Чечню, потому что тогда через Грузию шли в Чечню и боевики, и снайперы, все они шли через Грузию, да, через горы, через Аргунское ущелье, вот это вот все. И я подслушала, сама того не ведая, вот этот разговор двух молодых женщин. И чтобы даже посмотреть, что это за женщины, я так встала и так обошла вокруг, чтобы как будто как прохожая посмотреть вот на этих женщин. И потом долгие годы у меня крутилось это в голове. После я прочитала несколько рассказов про женщин-снайперов, которые, скажем, работали, можно это назвать. Это была для них работа. В Приднестровье, вот в Чечне, в разных горячих точках. И у меня крутилась вот эта история. И когда я начала писать, я написала небольшой рассказ. И вот как у Толстого его «Война и мир», значит, этот роман у него родился из рассказа про декабристов. Он написал про декабристов, а потом оттуда, значит, вырос вот такой вот романище. Вот у меня из маленького рассказа про девушку-снайпера вырос роман в 5 частях. Потом, значит, эта девушка-снайпер попадает на Чеченскую войну. Дальше ее судьба складывается так, что она попадает из Чечни в Канаду. И дальше. Вот. Ну, про Торонто там части у тебя нету. Значит, Почему? Про Торонто... Ты живешь в Торонто. Да, про Торонто части у меня нету. Но у меня там есть очень много про Монреаль, потому что она попадает в Монреаль, вот так волею судеб, скажем. И с детства она все время мечтала о Париже, она там в Сибири жила, и все время как бы вот читала книги вот эти вот про 3 мушкетеров, еще что-то, какую-то там беллетристику, и хотела она попасть в Париж. И вот она попадает в Париж. Сначала она попадает как бы в канадский Париж, то есть она попадает в Монреаль, а потом она попадает уже в Париж. То есть ее такие, скажем, приключения вот по жизни, как она идет с одной ситуации в другую, они описаны во всех этих частях. И каждая часть заканчивается, скажем, ну почти на полусловии, так, чтобы читателю было интересно заглянуть... Чтобы была интрига. Да, во вторую часть. Хорошо. А почему назвала «Ветер»? «Ветер» — это ветер судьбы. И в первой части, когда 2 подруги разговаривают, значит, это Катя, которая главная героиня, она говорит своей подруге: ну вот наша судьба, она как ветер, мы же не можем ни убежать, ни вырваться, и как бы вот там листья ветер кружит, и она говорит: а мы вот так же, мы во власти нашей судьбы. И вот волею судьбы ее, как бы вот этот ветер переносит из одной ситуации в другую. Я, в принципе, вот это, скажем, переход одного героя из одной части в другую, я подсмотрела просто у Акунина. Это называется в литературе «сквозной герой». Вот как его Фандорин там переходил, вот это самое. Вот как-то так. И очень примечательная, я считаю, деталь моего романа – это то, что я как бы себя сама поместила в этот роман. То есть он написан, скажем, с таким приемом литературным, как изменение оптики. Один, значит, сюжет написан от первого лица, одна глава,
другая глава написана от третьего лица. И то, что написано от первого лица, я как бы писала от себя. О себе. Я дала этой героине свое имя. И я, значит, он так начинается, этот роман, что это я, Таня, вот, что, вот как, что вот я иду там по Парижу. То есть он в вот этом смысле автобиографичный да, какой-то? это... Ну, то есть снайпером не была? Не-не-не, это же снайпером была Катя. Ну да. Да, а я встречаю свою одноклассницу, с которой я давно-давно не виделась, и которую мы вообще считали давно пропавшей после одного акцидента такого, значит, мы ее считали вообще потерянной. И вот я совершенно случайно ее встречаю там, в Париже, и мы друг друга узнаем, и начинается вот эта история. И тут она мне рассказывает, вот, то есть рассказывает свою судьбу, значит, вот я вижу на ней, она очень модно одета, на ней модный шарф, и когда мы обнимаемся, этот шарф немножко так приспускается на шее, и я вижу у нее шрам, и я ей говорю, что это... Что? Да, это был несчастный случай, она говорит, очень несчастный, я воевала в Чечне. И вот тут я ее спрашиваю, а как же тебя из Сибири-то занесло в Чечню? И начинаются разворачиваться события. Хорошо. Дальше. Париж, Лондон, Дубай, Иркутск, Киев. Да. А откуда, во-первых, ты знаешь про жизнь? Ну, в Париже, наверное, бывала, в Лондоне тоже, в Дубае, в Киеве, в Иркутске. Но все равно, то есть нужно, чтобы описать, нужно как-то понимать, как там жизнь устроена. Ну, чтобы что-то написать, надо очень-очень много прочитать. Как ты понимаешь, ты сам журналист, ты прекрасно это знаешь. Потому что все надо перечитать, все надо переварить в себе, и все надо так представить читателю, чтобы это была как бы подпитка Чтобы это было интересно. творческой фантазией моей, но чтобы там были и достоверные факты тоже, которые, если про Париж мы пишем про Париж, если про Лондон, то там тоже все это в достоверности. Слушай, а скажи, пожалуйста, вот в принципе в Торонто ты также известна как страховой агент. Как так получилось, что ты стала как бы работать на литературном поприще? По этическом тоже. Ну да, работать это сказано высоко. С другой стороны, значит, писать я начала не с молодых лет. В моей жизни случилась такая трагедия. Я потеряла молодого брата в 2003 году и потеряла буквально через полгода маму. И, видимо, писательство это было как психотерапия. Вот. Начала с каких-то маленьких таких рассказиков и каких-то стишков, и вот как-то оно пошло дальше. Мой брат вообще был известный в некоторых таких кругах, он был рок-музыкантом, у него была такая... Группа, да, которая называлась очень весело «Оргазм Нострадамуса». Да, если ты пойдешь на интернет, много чего ты узнаешь. Вот 2 года назад про него вышла книга, которая называется «Угол 0 лет». И я написала там главу. Значит, и вот этот уход его был для меня величайшей трагедией. Вот после его ухода, когда я начала писать, мне начали писать его поклонники и говорить, что это, наверное, он пишет через тебя. Даже вот какая-то такая мистика, хотя мы совершенно с ним вода и огонь. Мы абсолютно разные, абсолютно. Но я намного старше его была, и как бы для меня это было, как своего ребенка потерять, назовем это так. И это была трагедия. Есть такая писательница Марина Степнова, которая говорит так: счастливые люди не пишут книги. Ну, да. Если человек умеет писать, он будет хорошим журналистом, он будет блогером, он будет там в адвертайзинге работать. Но чтобы написать книгу, чтобы это выстрадать, должна быть внутри какая-то боль. И вот эта боль у меня с 2003 года, конечно, не утихает, хотя прошло много времени. Скажи, пожалуйста, вот сложно было научиться писать? То есть кто тебе в этом помогал?
Опять же, вспомним нашего дорогого Хемингуэя, который говорил так. А писать очень легко. Ты просто садишься к пишущей машинке и начинаешь истекать кровью. Вот это его слова, которые один в один передают вот это писательское мастерство. Писать трудно. И не потому, что истекаешь кровью физически, как вот морально, а потому что своих лепишь вот героев, которым ты как будто отдаешь вот эту свою кровь. Вот мои все герои, там, я говорю, их больше 40, их же всех надо было, как говорится, одеть, обуть и накормить, и душу в них вложить, а эту душу надо было как бы из себя вынуть. Но вот меня, конечно, научили, я училась в писательских школах, а в общем, как писателя, меня, вот образно говоря, родили 3 женщины. Это Надя Потоловская, светлая ей память, ее уже нету. Это Алена Жукова, с огромным уважением я к ней отношусь. И я ходила на ее семинары, и она... Она живет в Торонто, она писатель. Да, она писатель, и она главный редактор журнала «Новый свет». И это Лиля Скляр, хозяйка «Удивительной кошки». «Удивительная кошка» – это литературно-музыкальная гостиная в Торонто. Центр искусств. Да, Центр искусств. Поэтому вот эти 3 женщины, образно говоря, меня родили как писателя. Ну, это разговоры с ними, или они прям тебе рекомендовали, как писать? Это разговоры с ними, это энергетика. Угу. Это энергетика. Алена, конечно, мне говорила, что этому нельзя научить, но этому можно научиться. Потом я просто закончила 3 литературные школы. Я училась Creative Writing School, я училась в этой школе, я училась в Lead Band, и я училась во Флабериум. Это все русские школы. Еще до войны я училась, были отличные преподаватели, было много у меня разочарований в себе, потому что критика была достаточно жесткая. Но потом я шла дальше, и вот так. Хорошо. Главное послание романа «Ветер». Что ты туда заложила? Я туда заложила то, что когда выбираешь, выбирай сердцем. Вот проблема выбора всегда стоит перед всеми. Но когда стоят глобальные проблемы, война или мир, выбор среди любовного треугольника, тоже очень, как говорится, злободневен всегда. И выбор каждого, что он несет в этот мир. Для чего мы пришли в этот мир? Мы пришли в этот мир для того, чтобы сделать его лучше. И вот каждый пусть ответит на этот вопрос. Его выбор в чем? Вот это я заложила всей душой. Поэтому я надеюсь, мои дорогие читатели, каждый из вас найдет что-то интересное в моем романе. Но то, что я вас развлеку, это точно. Каждого по-своему. Ну, не только развлеку, как я понимаю, Да. также помогу задуматься о сегодняшнем. Задуматься о сегодняшнем дне, потому что как бы именно вот заключительную часть, она не заключительная, назовем ее последней частью, потому что она тоже как на полусловии заканчивается, и, возможно, с твоей легкой руки еще будет следующий Торонто, вот следующий этап, потому что как раз заканчивается так часть Киев, что может она и перейти В Торонто. в Торонто. Спасибо.